Друзья, прежде чем ознакомиться с новостью от The Insider, я предлагаю сначала вспомнить первую попавшуюся. Взял, открыл просто сводка от Минобороны по территории России. Я ее прочитаю сейчас, а дальше уже прочитаю новость. И вот мое удивление, вы разделите или нет. 85, ну это одна из новостей, 85 вражеских дронов сбили силы ПВО за ночь над регионами России. Перечисляются регионы. Это Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Орловская область. Ну, также под Питером сейчас завод там регулярно бомбят. И до Москвы долетают дроны. Собянин об этом достаточно регулярно отчитывается. И дальше давайте перейдем уже к инсайдеру, который нам сообщает главная ситуация на фронте. Ну, я только что перечислил фронт, самые очаги боевых действий. На фронте по итогам 7 апреля ежедневная сводка, ежедневно так. На северском выступе российские военные продвигаются в районе Меньковки. Это они по России, то есть в сторону Питера. Я просто некоторые названия, если не знаю, вы меня поправляйте. Потому что регулярные отчеты там, тех или иных блогеров, расследователей, разбирателей, аналитиков боевых действий я не смотрю, поэтому могу чего-то не знать, и для меня какие-то слова и названия населенных пунктов могут быть незнакомы. Эти ребята, они молодцы, они уже миллионы долларов заработали, озвучивая вот, да, там какие-то боевые действия. Так что вот вы мне подсказываете, насколько далеко от Санкт-Петербурга Меньковка, и к востоку от Краматорска. То есть это где-то Подмосковье, видимо, что там Собянин по этому поводу делает. На Покровском направлении, это, наверное, где, да, это Ростов или где, российские войска расширяют зону контроля к северо-западу от Покровска. Покровск это где, рядом с Селятино, где это, где, Подмосковье, то есть, ну, вот уточняйте, друзья, то есть Покровск тоже боевые действия ведутся. В Днепропетровской области за один день атакованы 2 гражданских рейсовых автобуса. Это нехорошо. Спутниковые снимки подтверждают повреждения после налета БПЛА 2 нефтепроводов терминала в порту Новороссийска. Вот в Новороссийске боевые действия ведутся. ВАЗ Спотинг в марте 2026 года визуально подтвержденные потери военной техники. Ну что, автобусы считаем как технику или нет? Я просто... Вооруженных сил Российской Федерации выросли вдвое. То есть где-то среди всех вот этих вот огромного количества мест, там где-то стояла техника, и она повредилась. Ну, от бессмысленности, потому что какой нахрен в ней толк, когда в районе, то есть, городов Санкт-Петербурга, куда там технику? То есть техникой надо отбиваться, что ли, сбивать, как, и как в теннис играть, что ли, техникой? Взял за нос это, за ствол, танк, и отбиваешь дроны, или как? Что, причем какая техника? Что, я, кстати, не очень в курсе, кстати, пишите. Я знаю, сейчас в тренде те, кто в этом хорошо разбирается, выручайте. Я обычный народ, который заблудился немножко в этих новостях. Но теперь давайте пару слов, хотя бы серьезно, да, от своего имени, то, что я и говорил. Наверное, это у меня станет теперь говорилкой, затрагивая подобные новости. То, что в мире дронов контроль территории – это не флаг. Вот для меня это спектакль, причем очень хреновый и очень отстающий от современности. Не какой-то флаг, не вот такие-то войска что-то захватили, потому что это никакого смысла не имеет. Больше того, в понятии даже Второй мировой войны, даже тех, да, но перекладывая на сегодняшнее, любой захват – это потеря. Почему? Это окружение. В мире дронов это загнать себя в окружение. Если где-то сосредоточится большое количество техники, войск, ну, их просто разбомбят так чисто по приколу, потому что они нахрен не нужны, потому что Воронежская область под ударом, потому что Московская область под ударом, потому что там контроль осуществляется, а эти здесь сидят. Ну, можно их жахнуть, чтобы отвлечь внимание. Еще раз, и об этом многие расскажут, и миллиарды, и миллионы заработают. И, ну, я не знаю, как хвалить их или не хвалить, потому что они занимают разные стороны, кстати говоря, да, вот кто бы вы ни были, кто меня сейчас посмотрит, они и российскую сторону занимают. Очень, кстати, многие считают, плачут из-за закрытия телеграммы и боятся, ну, так называемые, те, кто поддерживает Россию, из-за того, что они там просто колоссальные деньги себе делают на картинках, там кого-нибудь расстреляли, убили, эта тема заходит ненормальным таким же, как они, видимо, ну, тем, кто это публикует, да, то есть в этой области, кто увлекается. Для них это закроет, там очень серьезная кормушка была. Ну, плюс вот эти сказки про захват какой-то территории. А нахрена? Нахрена в мире дронов сейчас самая большая проблема, это вот как у Израиля, как у Чечни. Я уж об этом 1000 раз просто говорил, что те народы, которые жили тысячелетиями, вот чеченцы тысячелетиями жили и хвастались. Я как пример привожу, просто кто из России, русскоязычный, те сразу поймут, о чем идет речь, поэтому пример хороший. Они тысячелетиями хвастались и обоснованно, что они не завоеванный ни разу народ.
Потому что у них за спиной было ущелье, где они как рыба в воде. Они там очень хорошо себя чувствовали, а крупными войсковыми соединениями туда не зайдешь. Заходишь по одному, а они по одному просто боги в этих местах. Ну, тысячелетиями отрабатывали войну в этих скалах и ущельях. В мире дронов этого больше нет. Этот народ потерял вот эту свою способность. Поэтому я к чему? Я не к тому, что чеченцы стали, ну, то есть они стали другими, но оценивать их надо с точки зрения боевых способностей теперь как-то по-новому. Я не исключаю, кстати говоря, с точки зрения, да, того же правительства и главы региона. Они, наверное, тоже это как-то оценивают по-другому, понимают, что вот как-то к этим новым реалиям надо привыкать. Потому что больше ты уже вот старыми инструментами, козырями пользоваться не сможешь. Дроны прилетели, так к тебе даже приходить никто не будет, твое ущелье тебе вообще не поможет. Значит, надо выходить на какой-то новый уровень взаимоотношений там, и так далее. Дружить, может быть, с Россией, даже если, может быть, это не хочется, я как пример. Вот, ну и таких народов-то дофига. Тот же Израиль. По нему пролетали 1-2 ракеты, и привет, и все. Они купол поставили, хоть и дорогой, ну, жизни дороже. А сегодня этот купол не справится. Летят и бомбят благополучно, да. То есть Иран показывает, что мы живем теперь в новых реалиях. И ни один Иран это показывает. В Латинской Америке оргпреступность это показывает. По Америке Трамп вообще считает, что он сдвинулся, надо что-то делать, то есть импульсивный именно из-за того, что, я думаю, что много чего не озвучивается. Это я, ковыряя даже оргбанды, и латиноамериканские тоже рассматривая, вижу совершенно очевидную адскую проблему. Они эти самые дроны используют и для переброски запрещенки, которая просто губит население, и для борьбы с силовыми структурами. А как с ними воевать? Как закрыть-то небо от дронов? Начнешь все закрывать? Ну, можно физически, наверное, да, то есть любое государство себе может позволить. А как к этому народ отнесется? Какова его? То есть, слушайте, там, особенно те, кто параноид по поводу нас все контролируют, когда начнутся контроль вообще воздушного пространства от несанкционированных детских игрушек, даже летающих, вот где начнется проблема, вот где народу задолбаешься объяснять, что, ребята, вы просто не видите, но очень серьезная проблема. И мир поменялся, и оргпреступность сейчас вот здесь, она везде летает. Да, то есть проблема, а народ, возможно, не готов к этим новым формулировкам, объяснениям и опасностям. Вот о чем бы я сказал, и поэтому нас, наверное, кормят, еще раз, у меня полное ощущение, что меня кормят лапшой, но потому что я не понимаю, что захват каких-то там территорий, что, ну я понимаю, что это места не под Питером, но я к чему, я почему этот акцент сделал, что вот какой-то там северский выступ, и что он решает-то? Он ничего не решает, он решал бы только, если бы дрон летал на 50 метров, когда дрон летает на 2000 метров, да не обидится меня жители какого-нибудь Северска, но ваш Северск как бы похрен, вот мне, да, в понимании, еще раз, если я глобально на это смотрю, то, а при чем здесь он? Да ну пустите их туда, еще раз, вот смотрите, в моей стороне взгляд, не знаю никого, кто там, Россия, Украина, да пусть заходит. Пусть заходят, они же там и сдохнут. Я вот так себе со стороны смотрел. Ну пустите, кого угодно, куда угодно. Да, тактическое отступление. Вы их туда пустите и бейте им туда. Знаете как, Гальская война чуть не закончилась для Рима? Тем, что римские войска бежали, не проведя практически ни одного сражения. А знаете почему? По-моему, Гальская война. Галлы, они питались подножным кормом. Воинственное племя, но они не дали ни одного боя. Римляне к ним подходили, а эти отходили. Вот такое, подходит. Галлы, они были очень... Ну, короче говоря, они ничем себя не обременяли, то есть они ничего с собой не таскали. Они были прекрасные охотники, подстрелил животное, они как-то его там вычищали, из него же делали, каким-то образом его обрабатывали, что в нем можно было бы варить, тут прям в самой шкуре или как-то так делали. Готовили в нем суп, там все это съедалось, то есть безотходное производство, там какие-то мелочи только оставались, наверное, косточки, чтобы погадать, там, пошаманить. И все. Только ноги и стрелы. И они все время сытые и пьяные, образно выражаясь. А за ними идут рыцари, римляне, значит, в своих доспехах. День идут, 2 идут, 3 идут. А там долго ходили, тогда машин-то было очень мало, значит, двигателей внутреннего сгорания. А Тесла вообще еще не родился тогда, чтобы на электрических батарейках ездить. Поэтому все пешком, понимаете ли. И вот идут они, все это на себе тащат. А у них они не такие классные охотники, да и не до этого система другая. У них обозы должны идти и с вооружением, и с едой. Они чем дальше за этим идут, у них уже не поспевают обозы. Они жрать хотят, им голодно и им холодно, и они не умеют жить подножным кормом. Да их этому не учили, у них другой устав. Так вот, когда они поняли, что кажется, это хитрость,
Они уже чуть ли не бегом назад возвращались, и там несколько столкновений, по-моему, с потерями было, так давно это читал. Вот такая интересный штрих в истории. Так что зайти на чужую территорию, это вовсе не значит ее хорошо контролировать или выиграть. Это вообще хандец зачастую может означать, при том, что вас еще не будут атаковать. А какие-нибудь сарматы или амазонки, старые, настоящие, древние, они вообще с лошадей расстреливали врагов. Ты к ним не подойдешь, они с лошадей. Я к чему? Потому что в цифровом мире вообще я жду каких-то других действий. Когда мне говорят, что здесь что-то захватывают, то я уверен, что где-то работа основная ведется в другом месте. Да и больше того, я вам только что прочитал, с чего я начал. Основные пожары и удары вообще не здесь. Вот о чем речь. Еще раз, здесь вопрос про контроль. Я даже не говорю, что кто-то плохой или хороший. Самое главное, что вот это контроля не дает. В мире дронов правительство, наверное, ищет ответы, как со всем этим быть и жить. Вот мое мнение такое, какое у вас, пишите. Ну, не первый раз я об этом говорю, потому что, ну, а мне этого никто не объясняет. Меня за дебилов, что ли, держат? Все время втюхивают, вот здесь эти наступили, а здесь эти обошли. Это Вторая мировая война, там бегали с трехлинейками, пульками, и там вообще все по-другому было. Там много нахрен чего вообще не было. Там и телевизоров еще было очень мало. Зачем мне это рассказывать? Там машины на дровах были. А мне рассказывают о том, как кто, фланги, как еще раз, сейчас фланги другие, сейчас образы должны быть другие. И что касается там тех же дронов, уже пора делать, наверное, дроны, которые будут автоопределение противника. Сейчас война технологий должна происходить. Не то, что должна, она происходит. Но мне кажется, что мне что-то втюхивают. Да я вообще с первого дня, кстати говоря, с подозрением к этому относился, потому что я помню историю еще в Сирии, когда налетели дроны и уничтожили формирование воинское, ну частная вроде военная компания. 30 человек, причем там за 3 секунды. И после этого мне через сколько-то лет начинают рассказывать о том, что на территории Украины только развиваются дроновые там какие-то войска. Это вот просто расчет на что? Что у меня как у рыбы память, что ли? Вот я не знаю, друзья, у вас как у рыбы? Пишите, какая у вас память, и увидимся. Еще раз, у меня одно с другим зачастую не складывается. Мне все время это полное ощущение, что мне морочит голову. Но могу ошибаться, я ни на чем не настаиваю. Ну и молчать не буду, потому что я за право людей говорить. Я за право, чтобы вы говорили. Увидимся.